Эта 30-минутная практика йоги перед сном направлена на глубокое растяжение ног, поясницы и спины, что помогает справиться с бессонницей, тревогой и улучшить качество сна. Практика подчеркивает важность смирения и принятия своего текущего состояния, а не стремления к идеальной сложности выполнения асан. При выполнении упражнений важно ощущать текущий момент через дыхание, позволяя всем чувствам обратиться внутрь себя. Если вы будете дышать естественно и расслабленно, ваше тело само начнет отпускать зажимы. Первый этап – сукхасана, или простая поза и разминка для стоп. Знаете, прежде чем делать какие-либо размахистые движения, абсолютно критично поймать правильный ритм, и все всегда начинается с дыхания. Вообще, сукхасана – это не просто привычное сидение со скрещенными ногами. Это, по сути, наш главный якорь для ума и тела. Представьте, как глубокий вдох через нос буквально доставляет свежий кислород в самый низ живота, а медленный выдох, он просто вымывает весь этот застоявшийся воздух и накопленное эмоциональное напряжение. Это не просто дыхание, это буквально физическое очищение на клеточном уровне. И вот как только дыхание настроено, начинается разминка для стоп. Ноги вытягиваются и мягко встряхиваются, а затем в дело вступают лодыжки. И тут главное обратить внимание на натяжение и сокращение пальцев ног. Это вообще не случайная механика. Синхронизируя движение стоп с вдохами и выдохами, мы целенаправленно снимаем напряжение в суставах и готовим ноги к куда более серьезной работе. Двигаемся дальше. Вариации позы бабочки на одну ногу и наклоны под углом 90 градусов. Мы плавно переходим к асимметричным растяжкам, где дыхание начинает работать как настоящий мост между разумом и мышцами. На этом этапе начинается систематическое раскрытие тазобедренных суставов и боковых линий тела. Важный момент – таз должен быть плотно прижат к полу, как бы заземлен. И тут происходит настоящая магия. Физический наклон вперед идеально сочетается с высвобождением того самого глубоко запрятанного напряжения в пояснице. Скручивание вдоль вытянутой ноги, они так аккуратно вытягивают позвоночник. И знаете, это иллюстрирует саму философию этой практики. Суть вообще не в том, чтобы через боль скрутиться в узел. Как говорится в первоисточнике, практиковать нужно со смиренным сердцем. То есть мы не заставляем тело агрессивно принимать позу, а просто расслабляемся и тянемся, отпускаем напряжение с каждым выдохом. Удивительный физиологический факт. Наши тазобедренные суставы тоже копят эмоциональный стресс за весь день работы симпатической нервной системы. Так что их глубокое расслабление буквально дает мозгу сигнал о потребности расслабления. Можно расслабиться. Полностью расслабляемся. Внимание на место растяжения мышц и суставов. Снимаем все зажимы. Дышим спокойно и медленно. Вдох плавно переходит в выдох. Это важно. Вы все делаете правильно. Хорошо. Спокойно поднимаемся и делаем наклон к ноге.
Полностью расслабляемся. Внимание на место растяжения мышц и суставов. Снимаем все зажимы. Дышим спокойно и медленно. Вдох плавно переходит в выдох. Это важно. Вы все делаете правильно. Хорошо. Можно немного поменять положение тела. Мягко и спокойно выходим с асаны. Здесь важна плавность движений. То же самое, но в другую сторону. Полностью расслабляемся. Внимание на место растяжения мышц и суставов. Снимаем все зажимы. Дышим спокойно и медленно. Вдох плавно переходит в выдох. Это важно. Вы все делаете правильно. Хорошо. Спокойно поднимаемся и делаем наклон к ноге. Полностью расслабляемся.
Внимание на место растяжения мышц и суставов. Снимаем все зажимы. Дышим спокойно и медленно. Вдох плавно переходит в выдох. Это важно. Вы все делаете правильно. Хорошо. Мягко и спокойно выходим с асаны. Здесь важна плавность движений. Следующий логичный шаг – наклоны под углом 90 градусов. Как это работает? Одна нога согнута назад под прямым углом, другая вытянута вперед. Торс опускается прямо на прямую ногу. Это не только углубляет сгибание бедра, но и, что невероятно интересно, активно стимулирует меридиан мочевого пузыря. Он проходит прямо по внутренней поверхности бедра. В традиционных практиках считается, что такая стимуляция напрямую успокаивает нервную систему. Организм просто берет и переключается в режим глубокого восстановления. Полностью расслабляемся. Внимание на место растяжения мышц и суставов. Снимаем все зажимы. Дышим спокойно и медленно. Вдох плавно переходит в выдох. Это важно. Вы все делаете правильно. Хорошо. Можно немного поменять положение тела. То же самое, но в другую сторону.
Чувствуем прилив тепла в мышцы и суставы. Мягко и спокойно выходим с асаны. Здесь важна плавность движений. Переходим к третьему этапу – бадханасана или поза бабочки. Мы уходим от работы с каждой ногой по отдельности и переключаемся на глубокое симметричное раскрытие. Итак, стопы сомкнуты, колени мягко стремятся к полу. У этой позиции просто колоссальные физиологические плюсы. Связь ума и тела здесь работают на 100%. Пока мы физически складываемся вперед, внутренние органы получают мощнейший оздоравливающий приток крови. Бадханасана стимулирует работу почек, включает в работу недостаточно активные железы и просто отлично работает для женского репродуктивного здоровья и функции ягодиц. Колени мягко покачиваем и стремятся к полу. Все движения мягкие и плавные, без рывков. Чувствуем прилив тепла в мышцы и суставы. Мягко и спокойно выходим с асаны. Здесь важна плавность движений.
Идем дальше. Упавиштхаконасана – наклон в широком приседе. Наш фокус смещается от активной гибкости к пассивному расслаблению суставов. Тут возникает очень интересный контраст. С одной стороны, у нас Упавиштхаконасана, ее еще часто называют позой стрекозы. Это такое глубокое активное растяжение, ноги широко разведены, торс идет к полу. Чтобы сбросить напряжение, согнутые в коленях ноги просто мягко опускаются то в одну, то в другую сторону. И этот контраст между глубоким погружением и мягким покачиванием демонстрирует идеальный физический баланс. Расслабляемся. Внимание на место растяжения мышц и суставов. Снимаем все зажимы. Дышим спокойно и медленно. Вдох плавно переходит в выдох. Это важно. Вы все делаете правильно. Хорошо. Чувствуем прилив тепла в мышцы и суставы. Мягко и спокойно выходим с асаны. Здесь важна плавность движений. Пятый этап – суптавирасана, или поза героя лежа с поддержкой. Заметьте, темп меняется, движение становится гораздо медленнее. Мы переходим в лежачую, глубоко восстанавливающую фазу. Так вот, ключевой момент здесь в том, что отдых и растяжение – это просто идеальная компенсация организму за напряжение. Мы ведь сделали столько наклонов вперед, правда? И теперь положение лежа с согнутыми ногами работает как физический противовес. Оно мощно, но при этом невероятно бережно раскрывает всю переднюю поверхность тела, и грудную клетку, и бедра. И важно понимать, что эта поза не только про физику. В ней есть глубокая философия, как очень точно подмечено в цитате древних мудрецов. Раскрытая грудная клетка приглашает нас в восприимчивое состояние ума. Это ровно тот момент, когда вся накопленная за день тревога уступает место внутреннему умиротворению.
расслабляемся. Внимание на место растяжения мышц и суставов. Снимаем все зажимы. Дышим спокойно и медленно. Вдох плавно переходит в выдох. Это важно. Вы все делаете правильно. Хорошо. Мягко и спокойно выходим с асаны. Здесь важна плавность движений. И вот мы и на финишной прямой. Скручивание лежа с ногами в позе орла и шавасана. Это самая тихая часть. Фокус только на одном – создать среду для безупречного непрерывного отдыха. Механика здесь следующая. Мы делаем скручивание лежа, одно бедро плотно перекрещивается с другим, после чего оба колена мягко падают в одну сторону, а голова поворачивается в другую. Получается такое бережное выжимание позвоночника. Физическое очищение, которое снимает последние крохи зажимов в спине. Перед тем, как мы полностью замрем в неподвижности. То же самое, но в другую сторону. Мягко и спокойно выходим с асаны. Здесь важна плавность движений. Ну и, наконец, шавасана – поза трупа, состояние абсолютно тотального покоя в нашем теле. Она дополнена одной классной деталью – валиком под коленями. Казалось бы, мелочь, да, но она имеет огромное значение.
Валик убирает вообще любое остаточное напряжение в пояснице. Физическое тело может полностью от макушки до самых кончиков пальцев на ногах просто сдаться и расслабиться. Пожалуй, только один вопрос. Когда физическое тело вот так полностью погружается в неподвижность, смог ли разум окончательно отпустить все дневное напряжение? Готов ли он пустить в себя этот глубокий, восстанавливающий сон? Я искренне надеюсь, что да. Спасибо, что были с нами. Доброй ночи.